Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами обсудим мероприятие «Потерянная добыча». Я посмотрел и понял, что отдельный гайд по этому событию для вас еще не снимал. Поэтому решил сделать небольшой ролик и разобрать данный аспект игры. Так что присаживайтесь поудобнее, ставьте лайк под этим видео и давайте начинать. Прежде чем мы перейдем к основной теме, давайте еще раз немного поговорим про события «Детские воспоминания», так как тему сегодняшнего ролика вполне можно совместить со стартом вчерашнего мероприятия. Во-первых, я все-таки принял для себя решение пожертвовать фрагментами героев и не использовать алмазы для получения VIP 12 уровня. На такое решение во многом повлияли ваши комментарии под предыдущим видео, поэтому всем огромное спасибо за советы. Что касается моей тактики, то вчера в первый день события после выполнения минимальных ежедневных заданий мне выпало 3350 пингвиних монет. Сегодня попытки я еще не использовал, поэтому обязательно пишите в комментариях, как вы считаете, много это или мало при минимальных затратах ресурсов. Теперь немного о донате. На данный момент я вижу два варианта развития событий. Первый вариант, который я озвучивал вчера, это покупка двух пакетов за 5 и 20 долларов, а также ежедневная покупка наборов с ледяными шариками. Для закрытия 200 попыток в пингвине походке потребуется примерно 28 долларов. Лично я не вижу особого смысла заходить дальше в этом событии. После изучения сегодняшних предложений в потерянной добыче я решил распределить донат следующим образом. Мы с вами покупаем пакет с рамкой за 5 долларов в текущем меню. В течение 7 дней мы берем пакет за 1 доллар с ледяными шариками. В течение 4 дней берем пакет за 2 доллара с ледяными шариками. И один раз покупаем пакет за 5 долларов с ледяными шариками, которые вы можете приобрести в текущем меню. В итоге мы с вами получаем 126 шариков за счет двойной награды и всех дополнительных возможностей открытия, включая ежедневную бесплатную попытку. Дополнительно из наборов за 1, 2 и 5 долларов мы получаем еще 59 шариков, а также 15 шариков мы с вами получаем бесплатно в текущем разделе за использование своих попыток. Таким образом, суммарно выходит ровно 200 шариков, а стоимость такого варианта составляет около 29 долларов. Можно воспользоваться и вариантом за 28 долларов, но там в пакете за 20 долларов отсутствуют вип-очки. Здесь уже каждый выбирает то, что для него важнее. Идти дальше, чем за 200 попыток в текущем событии, лично для себя я не вижу смысла. Но надеюсь, кому-то данная информация была полезна для планирования. Если кому-то на слух эта информация показалась сложной или непонятной, то я обязательно оставлю расчеты в чате телеграм-канала. Вы можете спокойно все посмотреть и при необходимости скорректировать под свои потребности. Также обязательно поделитесь своими вариантами доната, если нашли более выгодные комбинации. Для чего я вам это все рассказывал? Чтобы вы могли дальше планировать использование оставшегося бюджета для получения скина. Около 30 долларов мы с вами потратим на шарики. А теперь давайте разберемся, как максимально эффективно использовать оставшиеся 30 долларов и заодно подробно обсудим сегодняшнее событие «Потерянная добыча». Само событие всегда выступает дополнительной активностью к какому-либо основному мероприятию от администрации. Потерянная добыча проходит в течение 3 дней, и наша с вами задача использовать снежные лопаты, чтобы раскапывать снег и находить спрятанные под ним предметы. Каждый этап завершается после того, как вы находите все необходимые предметы. При этом расположение вещей постоянно меняется. Я пересмотрел большое количество информации в интернете, и некоторые игроки находили карты с расположением предметов. Однако, судя по отзывам, они далеко не всегда работают. Скорее всего, существует несколько вариантов расположения предметов на каждом этапе, и игра случайным образом выбирает один из них. Поэтому какого-то либо универсального гайда с точным прохождением каждого этапа просто не существует. Здесь в первую очередь работает логика и внимательность. Мы не будем сейчас с вами сидеть и разбирать все этапы подряд. Вы же знаете, я не люблю снимать длинные ролики по 30-40 минут. Мы с вами пройдем несколько этапов, чтобы вы понимали саму механику события, а затем продолжим обсуждение. За прохождение этапов мы с вами будем получать награды, которые вы сейчас видите на экране. На самом деле награды здесь весьма достойные. Когда это событие только появилось в игре, многие игроки буквально скупали весь магазин и старались пройти как можно дальше. В то время шестеренки было крайне сложно добывать, поэтому данное мероприятие стало настоящим спасением для развития атрибутов снаряжения героев. Сейчас различных событий стало гораздо больше, однако и потерянную добычу точно не стоит недооценивать. И если вам требуется большое количество шестеренок, то именно здесь можно получать весьма солидный запас этого ресурса. Более того, я считаю данное мероприятие одним из ключевых для развития атрибутов снаряжения героев. Что касается игроков без доната, то за 3 дня события вы сможете продвинуться примерно до 11-13 этапа и получить вполне приличное количество шестеренок. Однако при использовании доната ситуация становится гораздо интереснее.
Начиная с 16 этапа количество получаемых шестеренок заметно возрастет. Помимо этого, появляется возможность получить скин на остров «Песня моряка», который увеличивает атаку войск. Сразу хочу отметить, общими фрагментами украшений улучшить данный скин нельзя, поэтому учитывайте это при планировании своих вложений. Ну а теперь давайте разберемся, как наиболее грамотно распределить донат в текущем событии и получить максимальную выгоду. Давайте теперь посмотрим, каким образом можем получать лопаты в рамках этого события. Заходим в раздел ежедневных миссий и видим, что лопаты можно получать на ежедневной основе несколькими способами. И первый вариант это просто вход в игру. Второй вариант это атака на полярного ужаса. Третий вариант это обучение войск. Думаю, здесь все предельно понятно и подробно останавливаться на этих заданиях нет никакого смысла. А четвертая опция заключается в совершении любой покупки в игре. Да, даже донат за $1 подойдет для выполнения этого задания. И здесь нам на помощь приходит набор с ледяными шариками за $1. Получается, что закрывая основное событие, мы одновременно выполняем задание в потерянной добыче и получаем дополнительные лопаты. Другими словами, если вы и так планируете ежедневно приобретать набор с ледяными шариками для основного события, то автоматически будете получать дополнительные лопаты для потерянной добычи. Это позволяет максимально эффективно использовать свои вложения и получать выгоду сразу в двух мероприятиях. Теперь поговорим про второй вариант, который подойдет лично мне. Это покупка дополнительных наборов для получения скина за $60. Все необходимые предложения находятся в текущем меню события. На самом деле наборы выглядят весьма неплохо. Например, за $5 мы с вами получаем один мифрил, некоторое количество кристаллов огня и дополнительные лопаты для участия в мероприятии. По такому же принципу можно приобретать и более дорогие наборы, где количество ресурсов уже существенно увеличивается. Вы должны понимать, что данные наборы вы можете приобретать только один раз в период события. Лично я для себя принял решение брать пакеты за 5, за 10 и $20. В сумме это составляет $35. Если добавить сюда расходы на события с ледяными шариками, то общий донат получается чуть больше $60. Именно этой суммы мне достаточно для получения скина Марша, поэтому каких-либо других дополнительных покупок я делать не планирую. Завтра я не планирую приобретать наборы в события воспоминания о грезах, и также не собираюсь покупать еженедельные предложения в игре. Как я уже говорил вам ранее, свою систему доната я полностью перестроил. Сейчас меня интересуют только подобные события, а стандартные магазины я буду стараться избегать, не считая магазинов, где необходимо брать двойные награды. А остальные предложения для меня уже не предоставляют особого интереса. Что касается использования лопаток, то здесь я бы рекомендовал всегда анализировать их остаток перед началом нового этапа. Если вы видите, что лопаток осталось совсем мало, и скорее всего вам не хватит для прохождения следующего этапа, то возможно не стоит начинать его прямо сейчас. Дело в том, что неиспользованные лопатки не превращаются в какие-либо ресурсы после окончания события, а сохраняются у вас в инвентаре и могут быть использованы в следующий раз, когда мероприятие вновь появится в игре. Если я не ошибаюсь, в прошлый раз данное событие проходило примерно 4 месяца назад. Конечно, никто не знает, когда именно оно вернется снова. Возможно, ждать придется несколько месяцев, а возможно, оно появится значительно раньше. Поэтому решение всегда остается за вами. Использовать лопатки или сразу их копить на будущее. Лично я считаю, что во время текущего события стоит максимально эффективно использовать все возможности, которые дают ваши вложения и запас ресурсов. Но если вы понимаете, что оставшихся лопаток недостаточно для прохождения следующего этапа, то вполне разумно сохранить их до следующего появления события. Что касается самого прохождения, то здесь никаких ограничений нет. Вы можете проходить этапы постепенно каждый день или же оставить все попытки на последний день мероприятия. Выбор полностью зависит от вашего стиля игры. Лично я предпочитаю проходить события именно в последний день. Уже давно привык играть таким образом, поэтому и в этот раз буду придерживаться этой же тактики. Да, ребята, сегодня получилось довольно много информации о донате. Но, как я всегда говорил, донатить или не донатить – это выбор каждого игрока. Однако именно сегодня я увидел большую активность в чате телеграм-канала, где было много вопросов и просьб подсказать, какие наборы стоит приобретать в рамках текущих событий от администрации. Именно поэтому и появился данный ролик. Если говорить про более детальное прохождение этапов событий и потерянная добыча, то я не уверен, что такой формат вам действительно будет интересен. Мне кажется, что смотреть подробный разбор каждого этапа понравится далеко не всем. Но если вам будет интересно, как я прохожу это событие на своем аккаунте и какие результаты получаю с учетом своего доната, то обязательно напишите об этом в комментариях. В таком случае я могу сделать для вас небольшой шортс или выложить дополнительный материал в чате телеграм-канала, чтобы вы могли посмотреть прохождение более подробно. В целом, оба текущих события получились достаточно неплохими. И в этом ролике постарался максимально подробно объяснить свои мысли по поводу доната и того, как я лично планирую распределять свои вложения в этих ивентах для получения скина за $60. Теперь ваша очередь поделиться своим мнением. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу данных событий, насколько вам они понравились и каких результатов вы уже успели добиться. Ну и конечно же, если вам понравится такой формат роликов, не забывайте поддерживать их лайками.
Вам это ничего не стоит, а для меня это отличная мотивация продолжать снимать новый контент для вас. Возможно, если я увижу хорошую активность под этим видео, то придумаю, сниму для вас что-нибудь еще интересное. Ролик про 10-е поколение героев уже не за горами. Но дайте мне немного времени на отдых. Если честно, для меня это уже непривычно второй день подряд что-то снимать для вас. Похоже, я немного отвык от такого графика. Но раз вы продолжаете активно смотреть ролики, ставить лайки и поддерживать канал просмотрами, значит мои обзоры по-прежнему вам интересны. За что вам хочу сказать огромное спасибо. Ну а на сегодня все, ребята. Всем спасибо за просмотр, удачи в игре и всем пока-пока.